Мы с вами в целом поговорили о том, как нарисовать лицо достаточно давно, может, пару месяцев назад или даже еще больше. Но я бы хотел отдельно затронуть тему с покраской глаз. Это особая боль, как и для меня была до недавнего времени, так и для многих из вас. Я думаю, это действительно самая большая боль из всех. И сегодня в видео я расскажу вам, как эту боль уменьшить, как минимум, или искоренить вовсе, чтобы вам нравилось рисовать лица, нравилось рисовать глаза, и это у вас получалось здорово, классно и с первого раза. Ну, первое, что я могу вам посоветовать для того, чтобы отточить свою технику, это то, что начинать красить миниатюру, начинайте всегда с лица. Покрасьте лицо, покрасьте глаза и все. И только потом красьте всю остальную миниатюру. Потому что если у вас мало опыта или даже много опыта, это может произойти с любым. То есть там рука дрогнула или еще что-то. Конечно, чем больше у вас опыта, тем таких случаев все меньше и меньше, но в любом случае лучше перестраховаться и в первую очередь покрасить лицо. Можно не прям выдаваться в детали, главное просто нарисуйте общий тон, глаза, там может быстренько тени, свет быстренько киньте, чтобы потом доработать. И тогда у вас меньше шанс, что вы все испортите. Главное потом просто не залезьте на лицо краской и все у вас будет четко. И это поможет вам в том, что впоследствии, если же, мы смотрим еще такой вариант, если вы сначала покрасили всю миниатюру и только потом красите лицо, если у вас там что-то дрогнет или еще что-то у вас не получится нарисовать красиво глаза, вам придется смывать. То есть смываю я спиртом, об этом есть видео, но я хочу перестать снять новое. Вот. Не знаю, как вы там это все делаете, смываете чем спиртом, либо специальной смывкой, но когда вы смываете краску, есть вероятность, что вы смоете не только лицо, но и кусок там одежды, брони, кожи в целом, поэтому желательно начать с лица, если вот что не получится, смойте и перекрасите сразу же, а не потом, когда уже вся миниатюра будет покрашена, и если вы там потом какой-то капнете растворителем, то, ну, то есть просто лишний труд вам, поэтому покрасили лицо и двигаемся дальше. Второй момент, который нужно понимать, это то, что не надо бояться лица. Чем вы дольше будете откладывать процесс рисования лица и там когда-нибудь потом буду красить лица, сейчас пока буду так затемнять, там что-нибудь мудрить, хитрить, но в любом случае вам рано или поздно придется обучиться этому. Ну, если вы красите миниатюру, если вам это интересно, да. Поэтому, конечно, стоит рисовать лица с первого же лица. Конечно, у вас не будет получаться долго. Это будет все очень больно, по 1000 перерисовок, но в конечном итоге лица будут получаться и глаза в целом, а мы о глазах сегодня говорим, ровнее, четче. Изучите анатомию человека, куда там ближе глаза смотрят, да, например, ближе там к носу или ближе к вискам, ну да, либо, ну вы поняли, ближе к носу, поэтому старайтесь рисовать глаза не прямо посередине, а вот, да, ближе к носу, поэтому тоже момент анатомии, который желательно знать и использовать. В общем, красьте глаза как можно чаще. Если на ваших миниатюрах там есть какие-то впадинки или недоделанные глаза, доделайте их, нарисуйте. Это однозначно сыграет вам на руку в дальнейшем. Это поможет вам, это 100%. Поэтому красьте лица, не бойтесь. Если получится некрасиво, ну ничего страшного. То есть, либо используйте какие-то отдельные миниатюры старые, там тот же самый технолог под, например, лица. Тоже как вариант оттачивать навыки. Но это немногим интересно. Просто главное, не бойтесь лиц, и все. Этот совет вам будет очень кстати. Еще причина, по которой у вас могут не получаться глаза или получаться неровно, это не маленькая кисточка. Глаза я рисую вот этой кисточкой. Я вам снимал видео о кисточках, но опять же, можно снять новую версию, потому что старая уже, ну не знаю, не сильно она мне нравится. Сейчас я уже гораздо лучше подаю материал, как мне кажется. Но не гораздо лучше, но все равно получше. Конечно, не предел мечтаний, но все же. Этой кисточкой я крашу глаза, то есть увидите, можно красить нулем глаза, я использую 2 нуля, чисто для вот именно зрачка самого. Глаза я могу покрасить и любой другой, например, один, тоже хорошо подойдет для глаз.
один, да, вот эта кисточка. Только не скупайте их везде, то я их потом ищу, их нет нигде. Вот, ну кисточки хорошие. Это спойлер вам на видео про кисточки. Найдите, оно было одним из первых на канале. Интересное, прикольное видео. Вот, в общем, следите, чтобы ваша кисточка, которой вы рисуете зрачки и глаза, чтобы она была максимально тоненькая. То есть я ее храню даже так. Я ее храню в этом в колпачке заводском. В нем я, кстати, и советую вам хранить кисточки, потому что он помогает. И вот такая вот она маленькая, узенькая и, как видите, качественная. Ну, качественная в смысле отлично подходит для покраски глаз, потому что она еще не испорченная и не засорена, и она имеет структуру именно очень узкую и очень удобную, то есть, ну, кисточка собранная, в общем, вот что я хотел вам донести. Кисточка собранная, и такой очень удобно рисовать глаза. И то она уже даже порой выдает не лучший результат, поэтому я купил вот такую, еще одну, новую, полностью запечатанную, потому что это скоро уже пойдет в мусорку. Ну как, ну не в мусорку, я не выкидываю свои старые кисточки, вот даже видите, вот по этой вот, где даже нет, я все равно ее храню. В общем, следите, чтобы ваш кончик был остренький и такой четенький, потому что это очень сильно влияет. У меня раньше я не понимал, почему у меня не получались глаза, а я, грубо говоря, красил глаза вот такой вот кисточкой. Поэтому следите за этим и используйте отдельную кисточку, именно вот это вот, например, купите себе 2 нуля и красьте только ей, только глаза. То есть никакие там эджи, какие там, не знаю, там... Я сомневаюсь, что будет какой-то гений, который красит вот такими кисточками большие поверхности. Для больших поверхностей есть кисточки побольше. У меня, например, вот такая какая-нибудь, просто такая достаточно обычная, пушистая, чтобы просто покрасить там базу. Либо, опять же, нет, это 2 нуля. Я еще купил новых. Либо это 1, либо 1,5. Вот их используйте для покраски больших участков миниатюры. А это используйте только чисто под глаза, чтобы не забивать, не убивать вашу кисточку. То есть, чтобы она была всегда остренькая и четенькая как можно дольше. И это вам действительно поможет. Ну вот как-то так. И вот такие вот 3 советика, которые я бы выделил, наверное, самые главные. Я считаю, что у меня самые идеальные глаза и лицо в целом вот на этой вот миниатюре. Я отдельно где-то здесь вставлю фотографию, если не забуду это сделать. Потому что вот это лицо мне нравится больше всего. Я больше всего, наверное, над ним потел, и мне было интересно сделать его. А, например, глаза в «Дочерях Каина», которые я красил, опять же, где-то, может, полгода назад. Глаза там, честно признаюсь, не очень. Но я смеялся больше в сторис, потому что у меня не получались, наверное, раз 5. Я досмывался до такой степени, что там уже просто страдала потихоньку структура лица в целом. Поэтому будьте осторожны и очень старайтесь рисовать миниатюру, то есть рисовать глаза с первого раза, потому что чем больше вы попыток делаете, тем хуже становится лицо в целом. Страдает структура, страдает грунт. Это, конечно, зависит от смывки. Я использую ядерную на спирте. Поэтому у меня разъедает сразу же там голову в миниатюре, поэтому можно, конечно, использовать что-то более щадящее, но там, скорее всего, будет тяжелее уже оттирать саму краску. Спирт подходит хорошо, но, опять же, с ним особо не заигрываемся, потому что страдает уже структура лица, особенно если у вас лицо маленькое, это просто все, можно сказать, лицо испорчено, поэтому старайтесь рисовать с первого раза. Не получается особо идеально, не старайтесь делать много попыток, берите следующую миниатюру, все, это останется такой навсегда. Ну или потом со временем, когда научитесь красить лица, перекрасите ее, да, и все, проблем у вас не будет. Поэтому красьте лица, не бойтесь это делать, лица, именно глаза. Ну, лица, я знаю, то тоже многие боятся делать, там что-то изобретают. Даже обычный цвет кожи, проливка, это вам будет только кайф, потому что это несложно делается, а результат получается неплохой. Вот. Ну и взгляд. Взгляд и глаза это тоже важно. Конечно, рассказывает вам человек, который не всегда рисует глаза, но иногда я не хочу, чтобы были глаза. Поэтому я когда-то рисую, когда-то нет, чаще да, потому что глаза придают выразительность и вот прям дух персонажа. Какой бы то ни было, и вот прям очень выглядит живой миниатюра с глазами. Выглядит гораздо более живой, чем миниатюра без глаз. Поэтому рисуйте глаза.
не бойтесь, с вами был Данил, это создатель Покраса. Ссылочки в описании есть на наши соцсети. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии свои, новые интересные новые интересные идеи для видео, либо какие-то комментарии вообще не по теме, по теме всех жду. В общем, с вами был Данил. Увидимся в новых роликах.